Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Аздару. Елена Мищенко в студии. В эфире актуальное интервью. Гостем сегодняшнего выпуска будет Павел Латушко, белорусский дипломат, сейчас оппозиционер, член Президиума Координационного совета, а также руководитель Народного антикризисного управления. С ним мы будем говорить о том, что происходит в Беларуси, что происходит на границе Беларуси и Евросоюза, а также поговорим о миграционном кризисе и как в этом вопросе замешаны власти Таджикистана. Мы начнем как раз с вопроса миграционного кризиса, который сейчас происходит на границе Беларуси и Польши. Так, вопрос, который очень актуален, всех интересует. Мы сейчас наблюдаем то, что кризис, он немножко, скажем так, не ушел, но стал слабее. Это давление тоже ослабло. Некоторые связывают, эксперты, это с тем, что работают санкции ЕС против Беларуси и Лукашенко в частности. Некоторые связывают это с успехом переговоров дипломатических со странами Ближнего Востока. Как вы считаете, когда мы сможем говорить о том, что кризис миновал миграционный? Что значит это затишье, которое сейчас есть? И значит ли то, что Лукашенко просто ищет в этот момент какие-то другие пути давления на Евросоюз и, возможно, к весне готовит какие-то очередные варианты и другие каналы давления с помощью мигрантов? Той информацией, которой мы располагаем из наших источников в высокопоставленных спецслужбах Беларуси, мы знали об этом сценарии еще в мае месяце и получили доступ к утвержденному Лукашенко плану. И исходя из этого сценария, предполагалось его развитие через постепенное увеличение давления по линии государственной границы Беларуси с государствами-членами Европейского Союза, искусственный привоз, доставка нелегальных мигрантов и использование их фактически как определенной степени оружия, как бы это кощунственно ни звучало, в политических интересах режима Лукашенко. Этот сценарий предполагал накопление достаточно большого количества мигрантов и нанесение фактически такого человеческого удара по линии границы. Что мы с вами увидели наиболее ярко в ноябре месяце. Хотя наши источники говорят, что на ноябрь месяц не планировалась какая-то особая активность, как раз таки предполагалось, что это произойдет скорее ранней весной следующего года. Этот план предполагал первично активную деятельность по направлению Литвы, и мы видим, что несколько тысяч нелегальных мигрантов смогли пересечь границу с Литвой. В последующем уже давление начато было по направлению в Польшу. Вместе с тем, по той информации, которой мы располагали, я информировал об этом и министра иностранных дел Латвии, следующим направлением должна стать Латвия. И как раз таки последние дни, к сожалению, приносят информацию, что наибольшая концентрация мигрантов происходит по направлению на латвийскую границу. Я хочу сказать, что после встреч, которые вот у меня состоялись на прошлой неделе в Брюсселе, была встреча демократических сил с председателем Европейского совета, президентом ЕС Шарлем Мишелем, также с Верховным комиссаром по вопросам внешней политики и безопасности Боррелем. Прошли у меня встречи в Париже с высокопоставленными дипломатами, в том числе с представителями Елисейского дворца, а также в Страсбурге. Первый вывод, который делается: ни у кого нет ни малейших иллюзий о том, что это искусственно созданный миграционный кризис, созданный руками режима Лукашенко. Это специальная операция, когда искусственно людей свозили на территорию Беларуси и потом искусственно вбрасывали на линию границы для того, чтобы раздражать Европейский Союз. Это первое. Второе, есть абсолютно солидарная позиция всех стран Европейского Союза в поддержке Польши, Литвы и Латвии в противодействии этой гибридной агрессии. И это тоже общий подход Европейского Союза. Они называют это не иначе, как гибридная агрессия режима Лукашенко на государства-члены Европейского Союза. Исходя из этого и было принято общее решение, возможно запоздалое, я это откровенно буду говорить, запоздалое решение Европейского Союза о введении санкций в связи с организацией этой гибридной атаки. Но вместе с тем санкции были достаточно синхронные, они были достаточно сильные, были приняты 2 недели тому назад единовременно, как Европейским Союзом, США, Великобританией и Канады. Фактически в течение часа все партнеры объявили о введении очередных пакетов санкций в отношении режима,
как ответственности как за гибридную агрессию, так и в связи с продолжающимися массовыми нарушениями прав человека в Беларуси. Что сейчас? Сейчас фактически под давлением ситуации, когда приграничные государства поставили очень жесткий барьер, не позволяющий нелегальным мигрантам войти на территорию Европейского Союза, когда введен достаточно мощный пакет санкций, когда государства-члены Европейского Союза прежде всего начали активно коммуницировать со странами, из которых идут нелегальные мигранты, Лукашенко был вынужден, ну не то чтобы отступить, но реально можно говорить, что он сейчас несет тактическое поражение. То есть он находится в позиции ущемленной, уязвленной. Он фактически не реализовал ту идею, которую ставил. А две цели у него было. Прежде всего, обеспечить легитимность свою. Второе – это прекратить санкционное давление. Обе эти цели не дали эффекта. Практически все страны ЕС прямо говорят, мы не признаем Лукашенко в качестве президента. Президента Лукашенко нет. Это очень четкая и понятная фраза, которая произносится в Европе. И второе, санкции еще более увеличены, нежели они отменены или приостановлены. Лукашенко вынужден отступить. Но я бы рассматривал это с точки зрения такой временной ситуации. Говорить о том, что проблема завершилась, нет, это еще рано. Потому что Лукашенко думает использовать и афганское направление. Удастся ли ему это сделать, мы посмотрим с течением времени. Но проработка соответствующая уже осуществлена. А что вы имеете в виду, афганское направление? Прежде всего, мы располагаем данными, что в качестве второго сценария, запасного сценария или усиливающего давления со стороны миграционной волны, которая была искусственно создана именно с стран таких, как Ирак, Сирия прежде всего, планировалось задействовать Афганистан. В этих целях в конце октября, по нашим сведениям, на военной базе в Таджикистане, в Айни, или военный аэропорт в Айни, приземлилось два военно-транспортных самолета Министерства обороны Беларуси. Эти два военно-транспортных самолета в соответствии с легендой доставили белорусских военных для участия в совместных операциях с таджикскими военнослужащими в рамках учений по договору о коллективной безопасности. Но одновременно на одном из бортов этих самолетов находилась группа высокопоставленных офицеров Главного разведывательного управления КГБ Беларуси и Главного разведывательного управления Министерства обороны Беларуси. Эта спецгруппа офицеров имела целью обеспечить коммуникацию с возможной транзитом с территории Афганистана беженцев из Афганистана. Второе – обеспечить доставку оружия, оружие, полученное с территории Афганистана в качестве трофейного, советского, китайского и американского производства. И это оружие было загружено на один из бортов 5-6 ящиков огнестрельного оружия автоматического. Это небольшой объем, но достаточный объем, и это оружие уже доставлено в Беларусь. По нашим сведениям, летом на одной из военных баз отдела специальных активных мероприятий ОСАМ, Государственного пограничного комитета Беларуси. Кстати, ОСАМ попал в санкционный список по последнему пакету санкций Европейского Союза. Именно это спецподразделение призвано в соответствии с их инструкциями, законодательством обеспечивать как раз-таки противодействие нелегальной миграции. Но сегодня оно превратилось в ту структуру, которая обеспечивает потоки нелегальной миграции, обеспечивает открытие границы, прохождение нелегальных мигрантов через линию границы. И вот на этой базе в Витебской области, база в местности Опса, прошли подготовку две группы граждан Ирака и граждан Афганистана. А эти группы готовились отдельно. В каждую из групп входило порядка до 10 граждан Ирака и Афганистана. Эти группы скорее террористической направленности, готовы использовать оружие в случае реализации последней фазы сценария, утвержденного Лукашенко. Последняя фаза сценария предполагает в определенный момент, когда бы произошло накопление большой группы мигрантов на линии границы, прорыв в разных частях границы по направлению Польши, Литвы или Латвии, просто использование оружия и открытие стрельбы. В этом сценарии предполагалось, что обвинить в том, что стрельбу начали прежде всего польских, литовских или латвийских военных, показывая
строя как бы картинку на весь мир, каким образом идет нарушение прав человека со стороны государств-членов Европейского Союза и НАТО. То есть спровоцировать ситуацию и обвинить в каких-то возможных жертвах, в сценарии прописаны в том числе и жертвы среди мирного населения, мирных мигрантов, так и ранения. Так вот, по нашим сведениям, оружие уже находится на территории Беларуси. Второе, эти группы уже прошли подготовку и они находятся на территории Беларуси. Лукашенко фактически подтвердил эту информацию после того, когда была опубликована статья со ссылкой, в том числе на мои источники, в журнале EU Observer. Он сказал, что действительно оружие идет из Донбасса, и что афганцы, террористы, идут как раз-таки с Донбасса. Каким образом они попали на Донбасс, непонятно. Но он фактически на заседании правительства публично это признал, пытаясь опять слегендировать реальный сценарий. То бишь, реально мы понимаем, что все это идет с территории Афганистана через Таджикистан, а он пытается продать это в СМИ, что это все, во всем виноваты украинцы, Украина, Донбасс и так далее, и так далее. Вот такой информацией мы располагаем. Будет ли задействована эта последняя фаза сценария? Конечно, утверждать я не могу, но то, что она прописана и то, что она уже подготовлена, я это утверждаю. Господин Латушко, у меня здесь вопрос. Почему именно Таджикистан был выбран такой, скажем, транзитной страной между Афганистаном и Беларусью, а не какая-то другая центральноазиатская страна? Не знаю, прежде всего мы понимаем, что государственную границу Таджикистана и Афганистана охраняют не только таджикские военные, поэтому возможность коммуникации гораздо шире. Мы понимаем, что Таджикистан входит в договор о коллективной безопасности, и это дает дополнительные возможности для коммуникации. Я не склонен утверждать, насколько здесь участвуют власти Таджикистана в этой истории. Я такими сведениями не располагаю, но, с другой стороны, мы же понимаем, если на один из аэропортов в Таджикистане прибывает группа разведчиков КГБ и ГРУ, Министерства обороны Беларуси, это не может не знать власти Таджикистана. Каким образом эту информацию они получили, каким образом была представлена цель прибытия этих групп, я не знаю. Я знаю только, что эти ящики с оружием грузили офицеры старшие не ниже звания подполковника. То бишь секретность этой операции обеспечивалась на максимальном уровне. Но благодаря тем людям, которые поддерживают демократические силы Беларуси, которые выступают на стороне белорусского народа, эти данные нам стали известны. Можно говорить о том, что если была такая секретность, то между правительством Беларуси и Таджикистана могут быть какие-то, скажем так, общие интересы или договора, возможно, какие-то тайные. Исключать этого нельзя, но утверждать я не могу, еще раз говорю, я не обладаю такой информацией о способе коммуникации, но факт есть факт. Если это происходит на территории Таджикистана, значит, или таджикские власти не контролируют эту ситуацию, или они осведомлены о развитии такого сценария. Этот вопрос, наверное, прежде всего таджикским властям и партнерам Таджикистана, которые коммуницируют с официальными властями этой страны, которые могли бы дать комментарии и пояснения на этот факт. Ведь подтверждение у нас есть в том числе бортовые номера самолетов военно-транспортной авиации Министерства обороны, которые приземлялись на этой базе. Да, еще раз говорю, легенда, как будто они участвовали и реально участвовали в совместных учениях. У нас даже есть фотографии с прикрытыми лицами сотрудников КГБ Беларуси, которые находились на территории Таджикистана. Мы располагаем даже такими материалами. Поэтому для чего находилась группа разведки Главного разведывательного управления КГБ Беларуси, для чего находилась там группа разведки ГРУ Министерства обороны Беларуси. Но вот это уже вопрос, насколько были осведомлены власти Таджикистана. Возможно, они знали об этом, возможно, они знали о цели. Возвращаясь к вопросу миграционного кризиса и к вопросам охраны границы Евросоюза, Польша собирается, уже фактически начала реализацию проекта строительства стены на границе с Беларусью. Как вы оцениваете этот шаг Польши? Вы знаете, меня часто спрашивали и польские СМИ, и западные СМИ оценку этого всего миграционного кризиса. Ну, первое. Как бывший министр культуры, для меня жизнь человека, здоровье человека — это прежде всего. Это вопрос гуманитарный, это вопрос прав человека, это вопрос просто человека. Да? И говорить
спокойно о том, когда на линии границы умирают и погибают люди, ну это ужасно. С другой стороны, как дипломат, я понимаю, что любое государство должно защищать свою границу. Оно должно предпринимать все возможные действия по охране государственной границы. Но с третьей точки зрения, я считаю, что здесь необходимо концентрировать усилия не на строительстве заградительных линий, а концентрировать усилия на ликвидации первопричины этой всей ситуации. А первопричиной является режим. Диктатура, система власти, которая узурпировал власть Лукашенко сегодня, и он является первопричиной его системы. Так вот вопрос, как противодействовать этой системе, и на это необходимо направить все усилия европейских партнеров, а потом уже думать о том, строить ли такую стену. Как бывший посол Беларуси в Польше, я принимал участие не в одном заседании межправительственном групп по трансграничному сотрудничеству. Мы говорили о важности коммуникации приграничных регионов, районов и поветов, об открытии новых пунктов пропуска. Я являюсь крестным отцом пограничного перехода в Беловежской пуще, соединяющего Польшу и Беларусь. Одним из соавторов реализации проекта на Августовском канале, это на Байдарках, когда можно пересекать границу Беларуси и Польши. То есть всегда выступал за создание пунктов пропуска, а не строительство каких-то разграничительных линий. Конечно, белорусы хотят быть частью общеевропейского пространства. Мы не говорим о вступлении в Европейский Союз. Мы не говорим о том, что мы хотим повернуться спиной к России. Мы говорим о том, что мы страна, которая находится в такой уникальной ситуации, сегодня очень сложной, между двумя мощными странами и объединениями, такими как Европейский Союз и Россия. Поэтому строительство этой границы дает нам такой демотивирующий, в том числе, сигнал. Это что, значит, мы уже в другой сфере влияния, что мы уже не воспринимаемся как часть общеевропейского пространства? Поэтому я бы, наверное, так ответил на ваш вопрос. Да, но с другой стороны, Польше и Евросоюзу тоже надо как-то защищать свои границы. И сюда у меня еще вопрос, какие еще могут быть способы противодействия режиму Лукашенко? Уже есть санкции, так, есть много других переговоров, много работы проделал уже Евросоюз. Что еще можно сделать? Как раз вам и говорил, что как дипломат я понимаю, что охрана границы для любого государства — это приоритет. И каждое государство принимает решение самостоятельно. Я не вправе оценивать действия польского правительства или литовского правительства или латвийского, которое планирует строить более мощные системы укрепления границы. Но как просто гражданин, как человек, я хочу, чтобы таких систем не было, чтобы мы развивали отношения, не строили эти стены. Но, еще раз говорю, это конкретная ситуация, и здесь, наверное, имеют какое-то основание, не какое-то, а серьезное основание власти этих стран предпринимать действия по охране границ. Какие действия мог бы предпринять еще Европейский Союз? Мы постоянно говорим нашим европейским партнерам и американцам о том, что очень важно понимать необходимость выработки стратегии противодействия этому режиму. Наша команда, которую я возглавляю, Народное антикризисное управление, потому что я одновременно являюсь членом Президиума Координационного совета, но все-таки это мы проходим именно по работу в рамках Народного антикризисного управления, мы говорим о инструментах давления. Давление может быть политическое, внешнеполитическое, давление может быть правовое, давление может быть экономическое. И исходя из этого, и нами предложена стратегия, которая фактически поддерживается штабом Тихановской и уже воспринимается европейцами. Первое. Непризнание Лукашенко как президента, и мы уже имеем соответствующую резолюцию Европейского парламента от 7 октября этого года, где он четко прописано не признается как президент. Очень многие правительства уже сделали такие публичные заявления. Второй фактор, и в том числе отказались вручать верительные грамоты послы Лукашенко. Отказ вручения послом Франции, например, вручать верительные грамоты Лукашенко, как мне сказали в Париже, это значит официальную позицию Парижа. Они не признают Лукашенко президентом. Лукашенко президента нет, его не существует уже. Второй фактор — это привлечение Лукашенко и его сообщников к уголовно-правовой ответственности за те преступления, которые совершаются в нашей стране. Это преступление против человечности и
акты международного терроризма. Прежде всего, захват гражданского самолета, принудительная посадка в мае месяце с использованием ВВС, с использованием спецслужб, КГБ. Фактически это спецоперация, что уже подтвердил свидетель-диспетчер, который смог выехать на территорию Польши и дать показания в прокуратуре. По этому факту возбудили уголовные дела в Латвии, в Литве и в Польше. Преступления, которые могут трактоваться как терроризм, это как раз-таки гибридная война, использование людей, мигрантов в политических целях. То бишь, признание Лукашенко хочет обеспечить, отменить санкции. Он использует людей в политических целях. Люди погибают. Это акт международного терроризма. И наша команда работает над этим правовым давлением. И у нас уже есть очень много и адвокатских бюро, которые начали с нами коммуницировать, и экспертов, и правительства, которые уже начинают говорить о необходимости создания коалиции через правовые инструменты, систему давления на режим. И третий фактор – это уже санкции. Санкции, мы говорим о том, что должны быть сильные, единовременные и действительно, которые окажут существенное влияние. Те пакеты санкций, которые применялись ранее, за исключением секторальных после захвата самолета, они скорее были, ну так, как часто говорят, вилкой по воде, да? Ну, какую-то маленькую волну создали, а эффекта не было. Опять же, они, когда растянуты по времени, дают возможность режиму адаптироваться к санкциям. И эффективность их сразу же падает. Поэтому сами по себе санкции не решат проблему. Это должна быть стратегия действий. И, конечно, внутренняя активность. А внутренняя активность, мы говорим, подготовка забастовки, мы говорим о подпольном движении, потому что на земле мы ничего сделать уже не можем. Лукашенко задерживает каждый день. Вот только за прошлую пятницу 15 уголовных приговоров. 15 за пятницу. Это когда до этого Сергей Тихановский и еще 5 человек, вместе 6, получили 100 лет тюрьмы. Ужаснейшая неделя прошлая для истории Беларуси. Это столько людей были приговорены к уголовным наказаниям. Аресты, задержания, это каждый день в Беларуси происходит. Поэтому у нас остается только подпольная деятельность. И у нас уже созданы подпольные структуры, которые действуют и будут еще более активными. И здесь власть видит эти риски. Ну, вот это и план Перемога, это по-белорусски перемога, по-русски победа. А он означает мобилизацию активных людей и их привлечение к активности в решающий момент, когда будет принято политическое решение о важности выхода всем на улицу. Есть такая информация, в СМИ, по крайней мере, была, что Лукашенко вроде бы хочет объединить Беларусь и Россию. Скажем так, если это будет происходить, например, что будет и будет ли что-то делать оппозиция для того, чтобы это предотвратить? Ну, безусловно, мы объединены все под главным. А для нас, конечно, целью является изменение ситуации в стране, когда человек, захвативший силы и удерживающий, используя армию, аппарат подавления, власть, узурпатор, должен уйти. Но для нас является базой, основой, это независимость, суверенитет нашего государства. Кстати, я думаю, что всем странам-соседям России дан очень четкий сигнал. Никто из соседей России не может чувствовать себя больше в безопасности. Все государства, это касается и Казахстана, и Таджикистана, и Туркменистана, я не буду перечислять всех, все находятся в состоянии угрозы. Поэтому это, к сожалению, стратегическая ошибка Российской Федерации во внешней политике. Я думаю, что большинство из этих государств, если не все, я почти убежден, все уже разрабатывают секретные планы, каким образом искать союзников и аккумулироваться в какие-то другие межгосударственные организации образования, чтобы как можно дальше держаться от России. Потому что никто же не хочет быть поглощенным этим государством. А то, что мы сейчас видим, это угроза поглощения суверенитета нашего государства. Мы, конечно же, понимаем, что Лукашенко не гарант независимости. Он таковым никогда не был. Мне прискорбно это сказать, как бывшему послу. Он начинал торговаться Белоруссию с первых лет своего правления, когда он хотел подсидеть Ельцина, когда он рассчитывал, что Ельцин уйдет, и он перехватит престол в Кремле. В последующем он торговался с Россией, суверенитетом Беларуси только ради того, чтобы продлить, усидеть, прожить, украсть, выторговать как можно больше средств для своего существования. Сейчас он делает то же самое. Поэтому гарантом независимости может быть только белорусский народ. И если возникнет такая угроза, вернее, она уже возникла, но если возникнет ситуация реальных действий, конечно, мы будем обращаться к белорусам. И, конечно, белорусы, мы знаем же с вами из истории, что белорусы — это партизаны.
Господин Латушко, последний вопрос. Ваше мнение, ваша оценка, сколько еще продержится режим Лукашенко? И сколько надо времени для того, чтобы его, скажем так, уничтожить, снести? Вы знаете, я скажу так, что главный тезис, вывод, который мы делаем с прошлого года, он звучит по-английски «No way back to Лукашенко». Это значит, что уже нет возможности для него вернуться в историю прошлых избирательных кампаний, когда он задерживал, арестовывал, сажал в тюрьмы, торговался и дальше существовал. Внутри страны есть четкое понимание, что никто не хочет уже Лукашенко видеть у руля Беларуси. И белорусы просто ненавидят его, просто презирают. 80-90% ненавидят Лукашенко. Он довел страну до такого состояния кипения. Но он заасфальтировал этот гнев, да, из-за репрессий, массовых репрессий. Но трещины уже пошли. Приговор Тихановскому 18 лет. Это трещина, которая очень мощно в этом асфальте уже есть. То же самое политика европейцев. No way back to Лукашенко. Он уже не будет никогда принят на салонах. С ним никто не хочет говорить. Он настолько стал токсичен. Исходя из этого, конечно, старт был 9 августа 2020 года. Мы пошли на эту дистанцию. Мы не знаем, когда будет финал. Но ведь точка же это есть. Соответственно, если мы начали двигаться, философски отвечу, значит, мы ближе к цели. Сказать, наступит ли она завтра, я верю, что эта история недолгая. Я верю в то, что эта история краткосрочной, максимально среднесрочной перспективы. То есть это от года до нескольких лет. Я не верю, что в такое состоянии европейская страна, европейская нация, как Беларусь, может в окружении, в том числе европейских партнеров, находиться. Это невозможно, потому что сейчас идет в наших глазах уничтожение нации. И это взорвет ситуацию. Это в любом случае взорвет. Господин Латушко, спасибо вам, что нашли время для этого разговора. Искренне желаю вам победы в этом нелегком и очень важном деле. Спасибо, с наступающим Новым годом и всего доброго вам. На этом мы заканчиваем выпуск актуального интервью. Спасибо, что остаетесь с нами. Встретимся скоро на канале Аздару.